Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об умных часах Xiaomi Huami Amazfit Falcon. Разумеется, я покупал их на Алиэкспрессе, разумеется, они мне долго шли, но начать бы я хотел чуть-чуть с другой истории. Вот смотрите, у меня на руках iPhone 14 Pro Max, который даже в Binance глючит, но я хотел его купить. Я его купил, рано или поздно о нем расскажу. Либо вот эта мышка, которая тоже абсолютно оверпрайс, но многие ее так же, как и iPhone этот, приобретали, и о ней я тоже когда-нибудь расскажу. Помимо этого, о GoPro 11 тоже расскажу, хотя на нее уже часть контента я выгружал в свой личный телеграм-канал. Не забудьте, кстати, на него подписаться. И вот эта вот штука называется Apple Watch Ultra. И о ней я тоже расскажу, хотя спать в них неудобно даже через месяц использования. Чем же вот эти устройства объединены с Amazfit Falcon вообще в плане ролика? Отвечу сразу, ничем. Почему? Потому что Amazfit Falcon — это первое премиум устройство, которое выгрузило нам Amazfit. Что они могли с этим сделать? Каким образом они его позиционировали? И что должно заставить вас купить данное устройство, мы разберемся сейчас в ролике. В конце я, разумеется, расскажу свое отношение к данному девайсу. Почему? Потому что, по большому счету, я обозревал, по-моему, все устройства Amazfit, покупал их еще тогда, когда на Али их даже не было. Сейчас они пришли в мир, в котором они планируют подвинуть Garmin. Насколько хорошо у них это получилось сегодня, я вам обязательно расскажу. Хотя мне кажется, что вы уже догадываетесь, учитывая, как пошел вход. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал со скидками, нас там уже 86 тысяч человек. И, разумеется, мой личный телеграм-канал, я туда постю результаты тестов до обзоров. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке из тонкого картона, на которой есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Внутри нас встречает уже коробка из плотного картона с логотипом компании, как всегда. Пакинг отличный, в комплекте мы имеем зарядное устройство с пинами, оно не магнитное и вставляется в разъем на смарт-часах. Разумеется, в подвешенном состоянии заряжать фалконы можно без проблем. Далее есть краткое руководство и сами смарт-часы с ремешком. Весят они целых 82 грамма, что немало, а-ля такие ультры. А габариты следующие: 51 на 55 на 14,4 мм по самым объемным частям. Ремешок на 22 мм быстросъемный, выполнен из силикона. Он хорошо тянется, ко всему довольно прочный, и рука дышит, а не потеет. Отмечу способ отстегивания ремешка. Он куда удобнее, чем привычный нам способ. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал к взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал, и написать в комментах, что вы еще хотели увидеть на обзоры. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Amazfit Falcon пришли на замену Amazfit T-Rex. И однозначно могу сказать, что данная модель более удобная, чем T-Rex. Приобрести часы в единственной расцветке можно, а именно серебристый корпус с красными вставками. Дизайн часов отличный, как по мне, с уклоном в спорт. Хотя они есть спортивные. Выглядят они стильно, и не сказал бы, что прям громоздко. Корпус выполнен из титанового сплава, а экран покрыт стеклом сапфировым с покрытием против отпечатков пальцев. Качество материалов как смарт-часов, так и ремешка хорошая и сборка качественная. При носке часы из-за веса ощущаются, но к ним быстро привыкаешь. Спать в них комфортно, привыкнуть можно, но чувствовать вы их всегда будете. На корпусе расположили разъем для зарядки, который ничем не закрыт. Микрофон или динамик отсутствуют. Также мы имеем 6 винтов, которые обыкновенной отверткой или шестигранником не открутишь. Безель без резких скосов и металлический крепеж. На борту из датчиков биотрекер версии 3.0 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик внешнего освещения. Также на корпусе есть стандартно 4 физические кнопки. На левом борту кнопки для навигации, а на правом борту верхняя отвечает за переход к тренировкам с главного экрана, а также за выбор. Нажав на нижнюю кнопку, можно перейти в меню или вернуться на одну вкладку назад. Кнопки нажимаются с небольшим усилием, люфт есть только у круглых кнопок. В целом управлять устройством, не используя экран, можно без проблем. Переназначить команду можно только на верхней с правого бока кнопки для быстрого запуска приложений, чего, как по мне, достаточно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,28 дюйма с разрешением 416 на 416 точек. Дисплей прямой. Рамки у экрана есть, они, конечно, не маленькие, но на них расположили тахометр. Плотность пикселей 326 ppi, что хорошо. Интерфейс доступен на русском языке, перевод в целом неплохой, как и шрифт, но недостатки встречаются.
Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу часов довольно удобно, хоть и анимации по минимуму. Яркость целых 1000 нит, что очень круто. Яркости при прямом попадании света на экран, разумеется, хватает. Регулируется яркость ползунком, автояркость на борту и под разное освещение датчик подстраивается хорошо. Цветопередача у экрана отличная и вполне насыщенная. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, хотелось бы хотя бы минуту. Постоянно включенный экран максимум 20 минут, что удобно. Always on дисплей на борту. Вдобавок он полноценный, работает как весь день, так и по расписанию. Стиль AODA зависит от циферблата, а также есть 6 готовых стилей на самих часах. Поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно хорошо. Покрытие экрана ладонью для отключения дисплея также на борту и работает. В настройках есть достаточно различных и полезных функций, которые можно отключить или включить. Режим «Не беспокойте», блокировка смарт-часов при снятии с запястья также в наличии. Далее с главного экрана свайп сверху вниз, панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, и ко всему ее можно настроить. Снизу вверх это виджеты, которые можно персонализировать. Отображаются они в виде списка. Слева направо открываются уведомления, а справа налево меню. Меню стандартное для MSFit, и в нем есть система оценки состояния здоровья PAI. Тренировки, журнал тренировок, статус тренировок, тренер ZEP для планирования тренировок, измерение ЧСС, кислорода в крови, измерение одним касанием, за что плюс, измерение уровня стресса, активность, мониторинг сна, шикарный компас, барометрический высотомер, погода, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне, а также воспроизводить музыку, загруженную на сами смарт-часы. Но встроенного динамика нет, так что музыку нужно будет слушать через какое-либо Bluetooth-устройство, наушники или Bluetooth-колонку. В плеере есть возможность сразу же подключить Bluetooth-устройство, посмотреть плейлист или изменить источник аудио. Далее есть будильник, солнце и луна, дыхательные тренировки, поиск телефона, мировое время, таймер и секундомер, которые спокойно работают в фоновом режиме. Операционная система ZEP версия 1.0, в стоке доступна внутренняя память 2,36 гигабайт, Bluetooth версии 5.0, к сожалению, не 5.3, и здесь вопросов много, и они все матные к MSFit. Реально в таких часах сэкономить на Bluetooth. Falcon могут подключаться к Wi-Fi на 2,4 ГГц, это хорошо, стабильненько. Bluetooth устройство также, как я уже говорил, возможность подключить есть, как и приспособление для тренировок. В моем случае нагрудный датчик Polar H10 спокойно подключился. Спортивных режимов 159 видов, отслеживание плавания на борту, интеллектуальное распознавание также в наличии с поддержкой 8 видов спортивных движений и 25 движений для силовых тренировок. GPS здесь двухдиапазонный и 6-спутниковый по позиционированию. Местоположение определяется до 8 секунд. Построение в городских условиях меня разочаровало, так как отклонение в маршруте прям большое. Шагомер отрабатывает хорошо. В настройках можно настроить GPS-навигацию с выбором приоритетов работы. Загружать маршрутные часы можно через приложение, как и пользоваться плеером во время тренировки, что удобно. Но вот полноценно пользоваться смарт-часами, не прекращая тренировку, на часах нельзя. Есть возврат на исходную точку кратчайшим путем и отслеживание GPS в реальном времени. Настроек для тренировок более чем достаточно. Есть интервальные тренировки, шаблоны тренировок, режим бега по треку, интеллектуальная коррекция траектории, виртуальный помощник. Используется технология ZEP Coach на базе искусственного интеллекта для персонализации тренировок под ваш организм, степень усталости и подобным характеристикам. Данная функция в стоке не работает, так как в приложении при открытии данной вкладки выбивает ошибку об отсутствии подключения к интернету. И в целом некоторые функции также не работают. Возможно, с танцами с бубном это все дело можно завести, но пока вот только так. Напоминалки различные приходят. Falcon оснащены алгоритмом Peak Beats, есть мониторинг максимального потребления кислорода VO2 Max. Пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью минимум в 1 минуту, так и в ручном. SPO2 уровень кислорода в крови измеряется в ручном или в авторежиме в состоянии покоя. Измерение уровня стресса происходит тоже в авторежиме с периодичностью только уже в 5 минут или в ручном режиме. Пульс воздуха часы не измеряют, что отлично. На руке показатели отличные, погрешность минимальная. За время использования некорректных показателей я не встретил. Сон мониторят хорошо, и результаты мониторинга можно посмотреть в приложении или на самих смарт-часах, как и все фазы сна. Дневной сон смарт-часы также мониторят. Далее, звонить с часов нельзя, как и разговаривать. Входящий вызов можно сбросить или поставить на беззвучный режим. Быстрые ответы также на борту, что удобно. Как, в принципе, и в браслетах за 2500 рублей, да? Вибромоторчик хороший. Настроить силу вибрации пока в программе нельзя, и в часах тоже. Но в приложении можно установить пользовательскую вибрацию. В настройках на часах также можно выбрать интенсивность зуммера, цену зуммера или отрегулировать громкость. Уведомления приходят моментально. Смайлики отображаются, как и иконки приложений. Уведомления можно посмотреть
посмотреть, удалить и даже ответить, но только заготовками или смайликами. В этом плане в целом все хорошо, кроме того, что нет встроенного динамика и микрофона. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занял 2 часа 13 минут. В интенсивном сценарии использования со всем мониторингом здоровья с 1 часовой тренировкой без Always On дисплея и с включенной автояркостью за 24 часа ушло 15% заряда, что, к слову, вообще немного. Полностью они разрядились за 5,5 суток, что для подобного устройства, как по мне, нормальный результат, учитывая, что также живут другие носимые устройства с меньшим функционалом. Водонепроницаемость 20 атмосфер, часы не боятся подгружения в воду, поэтому я окунул их в проточную воду, разумеется, с ними ничего не произошло. В принципе, даже дайвингом 20 атмосфер можно заниматься. Функционал остается рабочим, внешние часы не пострадали. Также данная модель, по заявлению производителя, прошла 15 испытаний военного уровня. Звучит красиво, понятное дело, что фалконы имеют более лучшую защиту от резких измерений температуры или имеют лучшую ударопрочность, и в целом это ощущается. Но в сауну я бы с ними все равно не ходил, как и в баню. Amazfit Falcon работает в паре с приложением ZEP. Синхронизация с другими сервисами также есть, но не без танцев и не со всеми. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, и последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих смарт-часов. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, что удобно, настройки мониторинга здоровья, настройки уведомлений, магазин с циферблатами. На выбор, как по мне, достаточно циферблатов, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку. Также есть анимированные пользовательские циферблаты, которые можно настроить под себя. Помимо перечисленного, также есть возможность воспользоваться настройками смарт-часов, которые идентичны настройкам на самих часах. Настроить меню и карточки быстрого доступа, загрузить музыку, перейти в магазин с приложениями, которых там немного, но достаточно на любой вкус и цвет. Ко всему, магазин постоянно пополняется новыми приложениями, но вот тех приложений, которые там должны быть, я не нашел. К примеру, производитель заявляет о приложении GoPro. Его там нет. Обновить прошивку устройства, и мне она уже прилетала. Минусы: некоторые функции не работают в стоке, нет NFC, нет возможности установить сим-карту или завести eSIM, нет динамика, нет микрофона, нет Bluetooth звонков, также нет функции обнаружения падения, так как по мне для подобного устройства за этот ценник оно однозначно должно быть в стоке. И нет Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и немного удивиться. Или не удивиться, а улыбнуться. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Резюмировать я хочу так. Если вы мой подписчик, вы знаете, что такое Amazfit X. Это браслет с выгнутым экраном, который когда-то стоил так же, как фалконы. За 30 с лишним тысяч его продавали, все хлопали в ладоши. Кто-то купил, кто-то не купил, потом он стал стоить 5000 рублей. Вот примерно та же участь, по мне, должна настигнуть фалкон сейчас. Почему? Потому что за эти деньги покупать штуку, которая должна имитировать вам гармины. А почему имитировать? Потому что программное обеспечение не работает так, как у гарминов. У них, к сожалению, нет такой дружбы со всеми сервисами, которые конкретно нам нужны. Если говорить об исполнении, это не ультра, здесь нет eSIM. Если говорить о габаритах, они тоже большие для повседневного использования. Если вы спортсмен, разумеется, вы будете полары выбирать, либо гармины, либо еще что-то. Почему? Потому что Amazfit это всегда была про стоимость, когда вы приобретаете какой-то продукт, у вас какие-то проблемы, но вместе с этими проблемами вы решаете основную. Вы можете спокойно отслеживать свои спортивные достижения за адекватные деньги. Плюс они короли, по мне, лоукоста и среднеценового сегмента. Почему? Потому что вы, покупая Amazfit, покупаете устройство, которое выглядит на 30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, оно стоит 5-7 тысяч рублей. В этом случае устройство стоит 35, выглядит на 25, но это не Samsung 5 Pro Watch, это не Huawei Watch 3 Pro, это точно не Garmin, это вот попытка, я не знаю, что сделать премиум, чтобы у них был премиум, но не для того, чтобы продаваться как премиум. Почему? Потому что за те же деньги количество устройств с теми же функциями просто зашкаливает, притом это именитые бренды. Amazfit это все еще Amazfit, это не какой-то супер-мега концерн, как у Samsung, либо как у Garmin. У них нет многолетней истории и не глючного приложения. Если вы пользовались Amazfit хоть чем-то, я думаю, вы примерно понимаете, о чем я. Когда ты выкладываешь такие деньги, которые они сегодня просят на момент издания обзора, ты требуешь от них, разумеется, и премиального отношения. Вы можете написать мне про то, что и гармины подглючивают, можете написать, что в ультере также неудобно спать, как я уже повторял, но там совсем другая история, другой функционал, друзья. Здесь есть eSIM, в Samsung есть eSIM, в Huawei есть eSIM, кое-где работает даже NFC, еще
много всяких историй с микрофонами, динамиками и остальными прелестями. Falcon — это красиво, Falcon — это дорого, Falcon своих денег однозначно по мне не стоит. Если за этот ценник однозначно Falcon'у нет, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Напишите, кстати, стоит оно, по-вашему, своих денег или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!